Сегодня очередная у нас экскурсия, точнее говоря, поездка в город. Какой город у нас сегодня? Боровск. Боровск, правильно. Мы сегодня идем в город, обзорная маленькая экскурсия, посмотрим достопримечательности, зайдем в мой любимый Боровский монастырь, попробуем даже взять экскурсию, чтобы нам рассказали детально, что это за старинный монастырь. Вот мы уже и в центре города Боровск. Сейчас посмотрим местные достопримечательности. Почти центральная площадь. Посмотрите, какие дома еще деревянные стоят. Интересно написали, как Валерий Прошкин: приезжайте из горьких своих столиц, чтобы видеть в подлиннике Россию. А ведь это правда. Нужно приезжать из своих столиц и смотреть Россию, матушку. Сколько мы везде бываем, памятники Ленину, слава богу, у нас не сносит. Мы не Европа. Камень с Соловецких островов установлен в память жертвам политических репрессий в Боровском районе. Ух ты, какие зенитки. Что за орудие? 57. Так, артиллерийская зенитная пушка С-60. Скорострельность 105-120. Короче, по самолетам. Это у нас гаубица Д-3. Дальность стрельбы 15 километров. Пушка Т-12. Дальность 8 километров. Так, это у нас что? ЗИС-2. Вот это интересная пушка. Это самая такая, да? Которая всю войну прошла. ЗИС-2. Скорострельность 25 выстрелов в минуту. И ДОТ, да? Что за ДОТ у нас, кстати? ДОТ противотанковый Ёж, обнаруженный поисковым отрядом в районе деревни Ищино на месте 2-го мотострелкового полка. Погибшим воинам и партизанам, которые сражались с фашистскими захватчиками. И вечный огонь. Да, вечная память героям. Местный базар. Рынок, да? Давно мы не были на рынках. Куплю рога, видишь? А? Куплю Рога? Чьи? Чьи? Провинившийся муж. Провинившегося мужа? Вот, знаете, здесь рога ваши могут купить. Вон, самовара даже. Я бы сейчас согласился почекуть самоварчика такого, да? С шишками. О, какая красота. Яркую погоду, яркий город, яркие достопримечательности. Адмиралов Дмитрий Николаевич Синяев. А какая дальше красота открывается? Является частным объектом при посещении в часы работы. Ну вот мы и добрались до Боровского монастыря. Сейчас попробуем. Да что попробуем? Мы сейчас зайдем внутрь, узнаем, какие экскурсии сегодня. Если свободные экскурсоводы, если получится, возьмем и проведем маленькую обзорную экскурсию по этому чудесному памятнику архитектуры, а я бы даже сказал, даже историческому памятнику. В Калужской области, Боровском районе, располагается этот знаменитый, красивейший монастырь, которому насчитывается более 600 лет. Он имеет поистине восхитительный вид, у него очень богатая история. Основал этот монастырь игумен Пафнутий. До 1800 года главный вход располагался в Георгиевской башне. Самое что интересное, вход в эту башню располагался под углом. Изначально построенный монастырь был деревянный, но впоследствии стены были заменены на каменные. Длина каменных стен составляет порядка 600 метров. Высота чуть больше 4,5, а в некоторых местах и 6 метров. Монастырь имеет 6 башен. В 1444 году, 23 апреля, преподобный Пафнутий, он пришел в эти места. Здесь ничего не было. Вот протекала река Истерема, которая впадала в Протву. Вот здесь Протва протекает змейкой. Она по всему Боровску, за этими домами. Вот. И на месте впадения реки Истерема в Протву преподобный Пафнутий со своими учениками заложил фундамент. Вот первая башня, которая построена вокруг монастыря, храм в центре, я вам покажу потом на месте собора, где стоял деревянный храм. Первая башня была построена, Георгиевская башня. Раньше вот этого прохода не было. Проломные ворота сейчас называют. Их построили в середине 18 века, потому что все императоры, цари, они приезжали в этот монастырь. Он считался духовным центром, поближе туда, по Киевской трассе, да,
за Москвой Троица Сергиева Лавра, вот с этой стороны Пафнутий Боровский монастырь. Мгм. Проход был с той стороны, вот если были в Серпухове, Нет. там Высоцкий монастырь, он похож на наш Пафнутий Боровский монастырь. Единственное, там прясло, вот эта стена, она в 2 раза ниже. Вот. Все Мгм. башни, они разные по стилю, по стилистике. Вот эта башня называется поварская или поваренная башня. Раньше монахи хранили в этой башне воду, готовили еду. В общем, поэтому она такое название и получила. Видите, шатровая крыша. Вот. Архитектором был, строителем, ученик итальянских мастеров Федор Конь. Вот видите, ласточкин хвост такой архитектурный. Стиль. Это вот эта Да, башня да, Федор да. Конь, это который строил Смоленскую башню. и в том числе кремлевские стены Да, Белого Кремля. да. Вот эти проломные ворота специально прорубили для цариц. Ага. До революции мужчин сюда не впускали. Это юго-восточный братский корпус, монахи. Это вот этот полукруглый, Да, полукруглый, да. С левой стороны здания называется гостиничный комплекс. Раньше гости, монахи там, с разных городов и других монастырей приезжали и останавливались вот в этом корпусе, Мгм. поэтому такое название. Когда-то до 17 века здание было трехэтажным. Дальше башня называется Потайная или Тайницкая башня, башня измены, разные названия существуют. Вот башня измены, Да. через которую... В 1610 году через Боровск шли войска уже Дмитрия II, Мгм. вот, и под предводительством Яна Сапеги они 10 дней оккупировали монастырь, пытались взять его, якобы были предатели, Мгм. Яков Щеличев и Змеев, Петр Змеев, по-моему, и они на 10-й день открыли врата, Мгм. и войска католические, они ворвались на территорию монастыря, началась резня страшная, и предводителя русских войск наших, князь Михаил Волконский, был разрублен на части и брошен прямо в соборе. Тоже покажу вам. А ворота, это, собственно говоря, арка осталась, это вот они и есть, которые заложили, да? Да, Вот с этой да, стороны да. арка, а с той стороны, получается, заложили. Все, Да. я понял, вот они Да, ворота. за стенами 2 пруда, вот, они питают фундамент, потому что фундамент состоит из дубовых свай. Это завещание преподобного Пафнутия Боровского. Дуб без жидкости, без влаги, превращается в труху. С левой стороны здание называется трапезная. До сих пор по завещанию преподобного Пафнутия гостей кормят на 1-м этаже бесплатно 3 раза в день. Вот это здание трехэтажное, это единственное здание трехэтажное, которое сохранилось. Наместнический корпус называется. И он пристроил к этому зданию храм в честь Митрофана Патриарха Царьградского. Почему красного цвета? Потому что его небесный покровитель, Митрофан Патриарх Царьградский, был убит на Пасху. Вот он такой пасхальный мученик, поэтому красного цвета. Видите? Вот колокольня, это очень сложное здание на самом деле. Колокольня построена в 1756 году на средства боярина Репина. Он трехъярусная. Вот, да, они же, видите, из росы. Да. Это из росы работы Семена Полубеса. Денисовский Да. Синий. Вот. Красивое сочетание цветов, видите, синий-зеленый, такой Мгм. орнамент. Да, вон здесь Преподобный синий. Пафнутий нас встречает. Колокольня горела в наполеоновские годы. Храмы были порушены, колокольни тоже горели. И конюшню он устраивал там в храме. Глумился как мог. Через несколько дней ему дали отпор русские воины. В 14 километрах от Боровска он подписал петицию об уходе из России. Иванов Луг, Малоярославецкий женский монастырь сейчас. Там была грандиозная битва, где он потерпел поражение. А почему заложили этот сам ход, получается, между монастырями, как старинный все-таки? Местные бабушки, разговаривала
рассказывали, как в детстве, в советские годы бегали. Выход был от высокого, то есть там, где деревянный храм, Да. Храма Божьей Матери. Рядом был выход. И бабушка, дети играли, пытались пробежать, но земля, она такая болотистая, ближе к протве были завалы и опасно стало бегать, поэтому заложили. Ход есть, но он заложен. Он заложен, да, и завалы где-то есть. Вот за этой дверью. Вот нам говорили, что была трапезная, я как помню, да, как какие-то большие палаты. Стол, палаты были, вот, по крайней мере, лет 10 назад. Точно, я угадал. Вам повезло, глубоко повезло, вам повезло. То, что вы попали, это царская трапезная. Сейчас Да, вот. к нам приезжает часто Светлана Медведева, она чадо отца Власи. Вот, и разные другие известные политические лица. И Медведев был, и звезды. Здесь были? Да, и ее встречают тоже. Журналист выступал, кабинет. Ну, палаты построены один в один в Кремле. Знаменитые палаты. Вот. Слышно, как здесь. Здесь, вот, да, нам рассказывали как раз, как здесь. По архитектурному стилю Ильинский храм он тоже так построен, да, заметно? Да. Большие окошечки и такие сферические потолки. Если один встанет в угол Да. и шепотом начнет говорить, Вот. Они так и говорили, рассказывали. и Шепот. второй услышит один в один. То есть качество передачи звука оно было Представляешь, очень как? Это вообще это уникально. Ризница – это такое помещение, где хранится церковная одежда. То есть вот она и митры, есть. митры, скуфьи, то есть все поручни, Вот здесь одеваются подрясники. Люди и одеваются. уходят. Видите, все цвета по-разному. То есть на крещение одевают белый подрясник, там, Ага. белую скуфью. На Троицу зеленого цвета, на Богородичные праздники синего, голубого цвета. А красная? Красный – это пасхальное. Ясно. Всё. А здесь что было? Здесь находятся часы. Вот. Часы. Это часовой механизм. Механизм, да. Ух ты. Ну, доступа у меня, к сожалению, нет. Понятно. Раньше это все вручную там управлялось. Ага. Сейчас глянем механизм. Да. Секретность-то. Птицы очень крутые, поэтому аккуратней. Ага. Ух. Еще можно отсюда рассказывать все, что было. Вот надо было сюда вначале подняться и рассказать. Ну, давайте с этой стороны начнем. Вот у нас Георгиевская башня. Машина вот за Георгиевской башней ваша стоит. Ага. Желтое здание – это гостиница. Это Георгиевская Да, башня. это Георгиевская башня. Ага. Протва протекает. Видно? Да, протву вижу, да. Она раньше Протва. такая быстрая была. Протва была, во-первых, быстрая. Во-вторых, она была судоходная. Да вы что? Вот видите, дверь открыта. Сейчас. Вот в этой келе живет наш отец Власи, наш батя. Куда? Нет, ну, не больше. Это куда шел подземный ход? Вот отсюда. Из этого здания. Ага, вот они сыграли. Из этого здания ход шел до храма Покрова Божьей Матери. Сейчас я его найду. Там чайная, вот видите, вдалеке купель. Ну, сегодня погода такая, она не особо ясная. Да, правильно нацеливаетесь. Храм. В 1964 находился Боровский Высокопокровский монастырь. 90 лет скоро будет этому храму деревянному строению. Единственное, вот 8 венцов нижних бревна. Ага. В 2010 году его подняли. Вот, они новые. Выход из подземного хода, который вел из Боровска, да? Его сейчас замуровали. На самом деле это был длинный подземный ход, да? Да?
Вот не попали. Жалко не попали. Прямая дорога. Ух, красотища-то какая. Как там Иван Васильевич Мед красит? Лепота. Так, кстати, вот пока нет листвы. Летом, конечно, здорово здесь. Хлеб здесь продаешь, что ли, да? в Да, дворе, здесь тоже который? можно купить, да. Какая купили? Где? Внизу вот. Внизу можно сходить. Пошли. А вода вообще просто прозрачнейшая. Трехэтажная чайная, Ага. печка в 3 этажа. Увидите. А вот этот храм, он тоже не закрывался, кстати. Вы видите, с синими куполами. Когда-то он был деревянный и назывался Храм Рождества Пресвятой Богородицы. Понятно. Вот, кстати, башня, которая, это вот мы про нее говорили, да, предательская башня. Да-да-да. Получается, брусья это все с тех времен, да? Не реставрировалось. Я думаю, что да. Я Минский пророка. да, это отдельный пророк. храм. Ага. Это первый больничный храм в России. То есть больные имели возможность наблюдать, участвовать во время богослужения. Их через слуховой проем причащали. Вот, то есть они лечили и душу, и тело. Их отпаивали травами. Синтетические препараты у нас появились в 20 веке. Да, люди лечились молитвой и травами. Мая 1954 года, в день памяти преподобного Пафнутия, рухнул купол ночью. Ух ты. В соборе стояла техника, и собор раскололся как яйцо на 2 части. То есть, представляете, стены остались, трещина была. И с этого момента попали, то есть люди поняли, что это же знамение такое, 14 мая. Праздник преподобного Пафнутия, было обнажение фундамента, основ. Скрылся фундамент, и оттуда вывалились глыбы фресок Дионисия. Вы их можете увидеть в Краеведческом музее нашем. Вот. В Коломне? Нет. Здесь тоже есть? А сказали, что есть в Коломне? И в Коломне есть, и у нас в нашем Краеведческом музее можно увидеть. Вечером служба, вот, люди о нем узнали, стали приезжать, дарить иконы старинные. То, что находилось, вот из росы, все, экспонаты во время реставрационных работ, которые нашли, спрятанные в щели, образовавшейся между стеной и печью, венцы нашли 18-19 века. Поп Аввакум был дважды в ссылке по Боровскому монастыре. Первый раз он просидел 3 месяца в круглой башне, вот за юго-восточным... Маленькая. Да, самая маленькая башня, круглая. Да. Вот она видна сбоку, когда едешь Да. монастыря. Это как башня называется? Круглая. Круглая. Вот. А второй раз 6 месяцев просидеть вот в этой келье. Ух ты. Окна были засыпаны землей. Духота была, смрад. Да. Памятные вот кирпичи. Вот здесь был храм в честь преподобного Пафнутия. Он считался надвратный храм. Вот над этими вратами, вот видите, с левой стороны, где скамейка стоит, там арочное отверстие, то есть выход туда на улицу. Раньше люди проходили на богослужение через этот вход. А то, сейчас вот показывали, кареты, конница, они вначале въезжали вот в эту башню, потом разворачивались и въезжали. Ну, в бок, получается, в бок.